Здравствуйте! Кто первый раз у меня в гостях на моем канале? Меня зовут Галина, я нахожусь в Калифорнии. Мы продолжаем готовиться к Новому году, здесь к Крисмасу. Новый год, елка, шары. Давайте приготовим съедобные шарики на стол. Предварительно я вас опять приглашаю в магазин. Поехали! Здесь много конфет. Вот Москва златоглавая, вот зефир малиновый. Разные ассорти, но это в основном прибалтийские конфеты в ассортименте. Вот орешки, фундук. Вот цены можете посмотреть. Вот наши белые грибы. Кстати, их раньше не было. Большая очень банка. Вот гречка. Здесь разные крупы. И пшеничка, и манка, горох. И все это приятно, потому что это написано на твоем родном языке. И магазин, кстати, очень чистенький, и все аккуратно выложено, и персонал очень приветливый. Вот колбаска всевозможная. Здесь можно встретить докторскую колбасу, и даже ветчина рубленую, и финское салями, и московскую копченую колбасу. Все это именно приятные названия, и старый вкус детства привлекает в этот магазин. И знаете, что классно? Они дают все вам попробовать. Вы можете попросить любую колбасу, любую ветчину, независимо дешевая, дорогая, сыр, брынза. Они отрежут кусочек и дадут вам попробовать. Это тот же International магазин, о котором я рассказывала раньше. Снимаю, пока меня не застукали. Не разрешают снимать. Ну, давайте приступим к нашим шарикам. Я уже дома и начала с укропа. Мне нужно его очень-очень мелко порезать. Мне нужно натереть морковь на очень-очень мелкой терке, чтобы получилась вот такая масса, практически как пюре. Я соединяю брынзу с творогом. Брынзу я предварительно натерла на терке. Добавляю мягкое сливочное масло и всю эту массу тщательно перемешаю. Вы можете использовать блендер. Я пока использую силиконовую лопатку. Сейчас я эту массу разделю на две части. В одну добавлю чеснок, а другую оставлю без чеснока. Добавляю пару зубчиков чеснока. Это уже сколько на ваше усмотрение, по вкусу. Я массу не солю, потому что брынза соленая. Вы можете сюда добавить мелко нарезанную рубленую зелень, любую. Петрушку, укроп. Теперь из этой массы я буду формировать шарики, елочные украшения. Я предварительно почистила грецкие орехи. И вы можете использовать или кусочек, или половинку. И прежде чем формировать шарик, вставьте этот кусочек в серединку. Закройте со всех сторон. И сформируйте шарик. Конечно, лучше это делать очень чистыми руками или в перчатках. Вот так. И теперь я обваляю этот шарик, например, в своем мелко нарезанном укропе. У меня получатся зеленые шарики. Лучше, конечно,
высыпать укроп на более плоскую тарелку, чтобы он, когда вы начнете здесь его валять, чтобы этот укроп не высыпался на стол. Вот так. Берете его, просто валяете в мелко-мелко нарезанном укропе. Чем мельче он нарезан, тем больше его, как говорится, пристанет к шарику. Можно их прижать, первый слой, вот так руками чуть-чуть прижать, а потом обвалять еще раз. Вот такая маленькая подсказка. Я чуть-чуть примочила его, просто вот побрызгала. Когда он чуть влажный, он лучше пристает. Сделала вот два вот таких шарика. Ну, в середину можно вставить не обязательно грецкий орех. Вот, например, ядрышко арахиса или даже несколько очищенных семечек. Вот другой вариант. Это масса без чеснока. Просто формирую шарик и вот просто обваляю его вот в жареных семечках. Вот так. Вот можно обсыпать, чуть-чуть прижать, чтобы они лучше держались. Вот получается вот такой. Можно в серединку тоже ставить орешек, если вы хотите. Это уже на ваше усмотрение, на ваш вкус. Здесь можно фантазировать сколько угодно. Или даже насыпать горочкой немножко семечек, прижать и формировать шарики. Вы можете вставить что-нибудь другое, то, что будет сочетаться по вкусу с творогом. Получится такой шарик с сюрпризом. Так что здесь вариантов может быть море. Можно сделать сладкие, творог с сахаром, с маслом. И, например, вставить в серединку, скажем, чернослив без косточки. Это уже будет как десерт. Другой вариант массы для елочных, так называемых, шариков, это творог, смешанный с мягким сыром. В моем случае это сыр Филадельфия. Подойдет любой мягкий сыр. Я все перемешиваю. Вы можете добавить сюда мелко нарубленную зелень. Тщательно только нужно перемешать. Добавить. Здесь у меня 30 грамм мягкого сливочного масла. Значит, все я перемешиваю. Вы можете использовать блендер. Масло должно быть очень-очень мягким. Топить его не советую. Эту массу я подсолю. У меня розовая гималайская соль. Здесь брынзы нет, поэтому я ее подсаливаю. И буду формировать шарики. И буду обваливать их в кунжуте. Вот я так формирую шарик. Обваляли со всех сторон. Придали круглую форму шарика. Вот он. Вот эта банка с кунжутом, который я залила кипятком вместе с кусочками свеклы. Вот это он через ночь постоял. Сейчас я его вытащу и просушу. Посмотрим. Я вытащила кунжут из банки, и тут он у меня сушится на бумажном полотенце. Вот еще один вариант. Я вам показывала. Это кунжут, который я выдержала вместе в кипятке вместе с кусочками свеклы. Вот он стал вот такой бордовенький. И сейчас я буду делать то же самое с этой массой. Формировать шарики. И потом вот так обваливать в этом красном кунжуте. Ваши гости никогда не догадаются, что это такое. Ну, а сейчас я буду формировать шарики. Здесь у меня творог, смешанный с брынзой, как я раньше показывала, в такой же пропорции со сливочным маслом. И здесь морковь, натертая на очень мелкой терке. Вот у меня
получится вот такой оранжевый мячик, похожий на мандаринку. Вот посмотрите, моя тарелка уже полная почти, а у меня еще есть масса вариантов. Здесь у меня семена чиа, вот такие. Значит, та же самая процедура. В общем, такое еще замечание. Смотрите, чтобы ваш творог не был слишком мягким, водянистым, иначе вам будет трудно формировать шарики. Если вы делаете это руками, обязательно смачивайте руки в воде. Вот такие шарики в семенах чиа. Я переложила все шарики на блюдо, потому что там уже нет места. Так, края тарелок надо всегда вытирать при подаче, иначе испортите всю презентацию. Есть вот это называется матча чай. Напоминаю, всегда смачивайте руки, легче приобретает форму, когда руки влажные. И вот в этом чае вот такой получился. Сейчас я его на краешек блюда положу. Кофе. И обваляем его вот в кофе. Вот такой черненький шарик получился. Хочу сказать, что вот такие кофе шарики, мне кажется, лучше делать со сладким творогом, с орешком, и это будет как десерт. Ну а сейчас последний штрих. Для того, чтобы это выглядело, буду использовать, вот есть такой съедобный блеск. Но это, конечно, выпускает больше для кондитерских изделий, но он совершенно безвкусный. То есть его, я имею в виду, что он не сладкий. Его можно смело использовать и для этого. Поэтому вот давайте попробуем, посмотрим, что получится. Сначала я вам показываю вот так. Сейчас я побрызгаю вот этим серебристым инеем все мои шарики. Вот у меня еще есть вот это кондитерское золото. Оно тоже безвкусное. Попробую вот присыпать им. Хлопья, которые для кондитерских изделий, они тоже не сладкие абсолютно. И я думаю, что можно спокойно вот присыпать ими. Ну вот, я окончательно оформила свое блюдо. Кокосовая стружка дополняет это зимнее новогоднее блюдо. И я надеюсь, что оно вам понравилось. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. С наступающим Новым годом!